Здравствуйте, товарищи! Наш экзоскелет относится к полуактивному типу, являясь чем-то средним между полностью пассивной моделью, например, Фортисом от Lockheed Martin, и полностью активной, например, Халком от того же разработчика. Я говорю о зарубежных вариантах, потому что из отечественных разработок могу вспомнить только экзоатлет. Но он не является экзоскелетом в общепринятом понимании. Это просто стена на ножках. Вот вы видите Фортис. Как можно видеть, Фортис является просто внешней рамой, за счет своей жесткости, разгружающей ноги человека, перенося нагрузку сонных ног на свою конструкцию. Также Фортис снабжен наборным противовесом, очень напоминающим держатель для блинов на тренажере из спортзала. А здесь вы видите Халк. Как можно видеть, Халк использует сервоприводы, питающиеся от большого аккумулятора на спине, снабженного массивными радиаторами охлаждения, из-за чего, по всей видимости, спина не имеет способности сгибаться. Ну а здесь вы видите чудо российского производства. Наш ответ Западу. Экзоскелет, экзоатлет. Спина данной модели тоже не гнется. И тоже очень сильно своим видом напоминает часть тренажера из спортзала. Смысл данной модели вообще непонятен, так как видно, что на бедрах ноги не соединены тазом, пригнуться из-за спины не получится. Щит держится не руками с усилителями, а жестко закреплен на корпусе, что вызовет серьезные проблемы у оператора, если у противника окажется хоть что-то калибром от 12,7 мм включительно. Он даже укрыться не сможет. Не говоря уже о огнеметах и тем более гранатах. Да и ноги ни щитом, ни какой-либо еще броней не прикрыты, что тоже вызывает некоторые вопросы по практическому его применению. Вот вы видите наш экзоскелет, который мы делали неделю. Дальше вы видите модели, созданные известной фирмой Lockheed Martin, на разработке которых было потрачено грандиозное время и грандиозные деньги. В общем, правильно рассчитанная и правильно подогнанная рама экзоскелета — это уже 50% успеха в построении силовой брони. Вот вы видите каркас. Каркас довольно простой. В принципе, на такой каркас вы можете повешать все что угодно. Броню, композитные пластины. Как видите, этот каркас довольно подвижен. Даже пинать в нем можно, если при должном желании вы захотите. Поверни спиной. Вот вы видите простую конструкцию, состоящую из 3 секций. Весь позвоночник, бедренную часть, ну и ступни. Значит, сюда должен вставать вот такой газлифт, для того, чтобы поддерживать плечевой сустав на весу. Если его не делать, вы можете столкнуться вот с такой проблемой, как уход сустава и неправильная его работа. Газлифт на ступне, вы видите, вот этот поддерживающий, подпружинивающий носок, он необходим для того, чтобы экзоскелет немножко разгружал свой вес, чтобы он не висел на вас, так скажем, а немного имел свою собственную опору. Значит, дальше газлифт на колени, вы видите его работу. Аналогичная система работает точно так же на сгиб. В принципе, даже при быстрой ходьбе и беге он будет помогать оператору, срабатывая в динамике. Аналогичные будут стоять на руках, для того чтобы рука сама себя поддерживала. Естественно, по весу они будут подогнаны, чтобы оператор не чувствовал себя скованно. Значит, смотрите, крепление ступней. Здесь идет полное
Имитация работы всей ступни. Пятка, носок. Ботинок туда вставляется намертво. Но его, естественно, можно вытащить. Но чтобы он не вытаскивался при работе, делается передняя поддержка и задняя за пятку. Вот, вытащили, вот обратно вставили. В принципе, на ходу оно не выпадает. Ремни пока еще жестко не прикреплены, поэтому они двигаются, но вот эти ремни обязательны. Без них ваша спина не будет прикреплена к позвоночнику, так скажем, и к верхнему грудному отделу. Жесткое крепление будет здесь, здесь и, соответственно, здесь и здесь к ремням, для того, чтобы ремни не съезжали, чтобы вот не было такого, чтобы оно не разгибалось, когда не надо. Вот. В принципе, поясница работает уже автономно, отдельно. Давай. Вот сейчас вы видите имитацию работы ключиц. Как видите, все работает. Оператор не ощущает никакого давления. Ему даже проще стало руками поворачивать. Вот вы видите подвижность ноги. В принципе, этого достаточно. Не будете же вы этой штукой бить кому-нибудь в голову. Так. Ну, в принципе, в сравнении с ним вы видите, какого роста этот человек, вы видите, какого роста это устройство, и вы понимаете, что он немножко больше, конечно, но на данном этапе, в принципе, к этому каркасу вам можно навешать все, что угодно. Начиная от брони, заканчивая, я не знаю, рюкзаками какими-нибудь тяжелыми. Что еще? Кобурами, если вы в страйкбол играете, к примеру, для антуража там, или для чего-то еще. Если, например, нужно. Но, тем не менее, все равно эта штука, она вам поможет переносить груза, рюкзаки или еще что-то. Или хотя бы просто-напросто повешать броню и не чувствовать ее нагрузку, как просто вы повешаете ее на себя. Вот. Естественно, имитация всех суставов обязательно. Абсолютно обязательно. Иначе вы не сможете в нем двигаться правильно, как нужно. Но, как вы понимаете, он еще не закончен до конца. Вот. Но, тем не менее, результат работы вы уже видите. Бегаешь реально как шлюха. Чё так слабо тут бегаешь? Скользко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди вас ждет еще много чего интересного.